Всем привет! Вы на канале Мусина Стрит, меня зовут Татьяна. И сегодня я хотела бы показать вам, как вы можете совместить то, что вы любите, с тем, что вы умеете. Или можете быстро этому научиться. Начнем? Прозвучала музыка Шопена. И знаете почему? Потому что Фредерик Шопен открывает весну, конечно, своим рождением. Он родился 1 марта. Пока я не перешла в цветочный домик из домика музыки, я захвачу с собой любимые прелюдии Шопена. Вы потом поймете, зачем. Делаем монтаж, и мы в цветочном домике. Сегодня я буду делать композицию из моих любимых цветов. Кто видел первое видео, тот знает. Да, это тюльпаны. И сегодня они будут желтые. Желтые тюльпаны, но не Светки Соколовой. Моя идея сегодняшнего видео состоит в том, что когда вы делаете цветочную композицию, то включайте в нее какие-то элементы, детали, символы, знаки тех вещей, которые вас вдохновляют, которые помогают вам жить. Сегодня я покажу вам, как я совмещу две свои страсти. Одну из них вы уже знаете, это музыка, а вторая – это кошки. У меня их две. Кстати, загляните еще на один плейлист, называется «Ката Классик», и вы меня поймете. Итак, друзья, у нас все готово. Что нам нужно? Нам нужна пленка, такая пленка. Значит, нам понадобится секатор, ножницы, нож, пистолет с клеем, зажигалка и лоток с водой. А для чего? А для того, что мы будем делать флористическую композицию во флористической пене. Вы знаете, надо сказать, что, как ни странно, цветы лучше стоят во флористической пене, нежели в воде. Вы представляете? По моему опыту, продлевает жизнь примерно на неделю. Поэтому я вам предлагаю всегда хранить свои цветы не в воде, а ставить их во флористическую пену. Вот такой у меня опыт. Так, что еще? Вот этот мох нам понадобится, потому что я приготовила вот такое декоративное ведерко, в которое у нас и будет наша композиция. Так, с кошками мы разобрались. Теперь с музыкой. Помните мои ноты? Прелюдии Шопена. Я, конечно, не буду вырывать из оригинала листы. Я просто сделаю копию. Вот я уже сделала. Вот. И дальше я просто сверну в трубочку. Просто сверну в трубочку мою прекрасную прелюдию ля мажор. Ля мажор. И, наверное, мне понадобится бантик. Так, бантик. Где у меня бантики? Сейчас я вам покажу. Надо выбрать бантик к ноткам. Так, можно желтенький, можно какой-нибудь желтый, да? Желтый. Вот этот мне нравится. Желтый тоже хорошо будет, да? Дальше. Так, у меня есть нотки. Ой, какая красота. Вот, смотрите, какая у меня лента есть. Прямо как раз под ноты. И что-то мне хочется еще фиолетовенького, веселого, сиреневенького. Так, смотрите, мы выбрали. То есть вот сейчас подбираем творческий момент, какую лучше подобрать бантик к этому свитку. Нотки должны быть обязательно, нотки, да? Мне хочется вот так, наверное. На желтом будет хорошо. На желтом будет хорошо. Все, выбираем вот это. Так, это пока оставляем в сторону. Когда наш бантик готов, необходимо обработать края. Вот, кстати, для чего нам зажигалка? А вот для чего. Смотрите.
показываю второй раз. И очень важный момент. Пропускать край в середине вот этого, в середине огня. Смотрите, вот на этом уровне, вот здесь. Не вот где горит свеча, а вот здесь, вот где нет огня, где нет желтого цвета. Тогда край вы не спалите. Так, все, бантик готов, делаем второй бантик. Друзья мои, вот такой свиток из нот у меня получился. В центр бантика я поставила еще одну кошечку. И вот таким образом у меня появятся две кошки. Вот так. Ставим в центр композиции. И вот они, мои две страсти. Кошки и музыка. Надеюсь, Фредерику Шопену это бы понравилось. Я надеюсь. А вам? Друзья мои, напишите, пожалуйста, насколько вам понравилась идея, какие композиции вы сделали и какие страсти у вас есть. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я, Татьяна Мусина. Пока-пока.